Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре сэмплерная драм-машина Korg Volca Sample версия 2. Ну и для начала я должен рассказать об отличии второй версии от первой. Дело в том, что несколько лет назад мы уже делали обзор первой версии. И чем же отличается вторая? Самое главное отличие — это наличие вот этого вот USB, микро-USB входа на второй версии. Дело в том, что в оригинальной драм-машине Korg Volca Sample самая большая проблема была это закачка сэмплов своих в эту драм-машину. То есть там нужно было танцевать танцы с бубнами. Это было очень сложно делать, очень прям трудозатратная была процедура. И здесь, благодаря жалобам многочисленных юзеров, во второй версии они добавили вот этот вот вход, подключаем к компьютеру по USB кабелю, и при помощи простой программки мы заливаем сюда свои сэмплы. Также они увеличили память этой драм-машины, и они увеличили количество записываемых, собственно, паттернов. То есть раньше здесь было, по-моему, 10 паттернов, сейчас можно сохранить 16 паттернов. Ну вот это основные отличия. А что касается звукового движка, в принципе, все особо не изменилось. Ну и давайте для тех, кто с ней пока еще не знаком, с этой драм-машиной, мы поговорим о звуковом движке. Ну и поскольку это сэмплерная драм-машина, давайте начнем с того, что посмотрим, как у нас вообще манипуляция с сэмплами происходит. Итак, у нас здесь 10 голосов. Можем выбрать любой из них. И вот в этом таком сером квадрате у нас, собственно, и происходит при помощи всех этих ручек манипуляция сэмплов. Давайте выберем вот первый голос. Здесь у нас бочка. И при помощи вот этой черной ручки мы можем выбирать сэмплы, которые у нас записаны в памяти нашей драм-машины. Давайте выберем такую бочку. И теперь вот при помощи верхнего ряда вот этих трех ручек мы можем манипулировать наш сэмпл. У нас, собственно, старт нашего сэмпла. Можем его, то есть, подрезать. Затем длина сэмпла. Можем его укоротить. И также у нас есть здесь фильтр, который называется High Cut. Можем отфильтровать верхние частоты. Второй ряд у нас полностью посвящен манипуляции с питчом, то есть высотой нашего сэмпла. И давайте выберем для более явной демонстрации более мелодический сэмпл, а не бочку. Вот такой вот звук. И, собственно, вот эта вот крутилка Speed, она позволяет увеличивать или уменьшать скорость воспроизведения и, соответственно, также pitch, то есть высоту тона нашего сэмпла. Обратите внимание, на экране у нас происходит индикация. Но если мы нажмем кнопку Function и будем крутить ручку Speed, то мы сможем питчить вверх и вниз уже точно по полутонам. Вот, например, давайте на 12 полутонов, то есть на октаву вверх, это все дело запитчим. Вот это основной сэмпл. Удерживаем Function. Оп, на 12. На октаву ровно он у нас запичился. Возвращаем обратно. И дальше у нас следующие ручки. Огибающая, pitch огибающая. Собственно, у нас количество огибающей, влияющей на pitch. И простейшая сама огибающая — это атака и decay. Как это звучит? Сейчас, поскольку количество огибающей у нас на нуле, то есть глубина модуляции на нуле, у нас ничего не происходит. Если мы будем увеличивать, вот я
сделал медленную атаку, и у нас получается такой подъезд. Такой по высоте. Сейчас я обратно атаку на минимум сделаю и сделаю дикей подлиннее. Соответственно, таким вот образом можно манипулировать питч нашего сэмпла. Ну и нижний ряд у нас отвечает за амплитуду и за панораму. То есть у нас, собственно, громкость нашего сэмпла, панорама, лево-право, сейчас пока по центру. Ну и также амплитудная огибающая, тоже простая, атак дикей. Вот короткий дикей. Сейчас короткая атака, можно атаку увеличивать. Ну, то есть все варианты манипуляции с сэмплом весьма простые, традиционные, которые присутствуют практически на любом сэмплере, здесь также есть. Также у нас здесь есть еще парочка вариантов манипуляции с сэмплами. А именно, есть у нас возможность проигрывания сэмплов в реверсе, то есть задом наперед. Для этого мы нажимаем Function Reverse и выбираем тот сэмпл, ту дорожку, которая нам нужна. Ну вот, например, малый барабан. Вот он проигрывается у нас задом наперед. Можем это отключить. Можем выбрать сразу все дорожки. Все это делается в реальном времени. Очень удобно прямо во время перформанса. Ну вот, например, забитый уже здесь какой-то грув. Вот таким вот образом это работает. Также у нас здесь есть возможность назначить любую из дорожек, в том числе и несколько дорожек, на ревер. Это делается таким вот образом. Нажимается Function и ревер, выбирается дорожка, ну вот, например, малого барабана, и затем мы крутим ревер, ручку ревера. Добавляем его значение на нашу дорожку. Опять-таки мы можем выбирать хоть все дорожки ревера, можем как угодно это делать в реальном времени, и это тоже очень классная фишка для перформанса. Также здесь есть функция Loop. Активируется она при помощи нажатия клавиши Function и вот Loop On-Off на выбранную нами дорожку. Вот смотрите, триггерится теперь бочка у нас уже от нажатия не один раз, а 2 раза. И мы можем длину сэмпла, длину лупа уменьшать. Чем мы делаем меньше длину нашего лупа, тем, соответственно, чаще она начинает ретриггериться, то есть срабатывать. И таким образом мы можем наш сэмпл превращать в осциллятор. Вот, по сути, похоже очень на какую-то волну квадратную. Я ее могу отфильтровать. Могу сделать короткий дикей. Ну и, соответственно, я могу ее питчить. Вот мы получили осциллятор полноценный. Ну и так, давайте теперь поговорим про автоматизацию. Продолжим предыдущую тему создания осциллятора. Вот у меня опять бочка. Активирую функцию Loop. Отфильтровываю, укорачиваю, делаю осциллятор. Теперь включаю режим степ-рекординга. И вот у меня здесь 4 бочки. На какие-то шаги я выставляю.
И теперь я активирую режим автоматизации Function и Motion Sequencer On. И любую из наших ступеней я вот удерживаю и меняю высоту. То есть, таким образом, я могу какую-то мелодию записывать. Опять-таки, как я только что показывал, если удерживать клавишу Function, то можно pitch делать по полутонам, чтобы он четко соответствовал какому-то ладу или какой-то гамме. Вот. Также все это можно делать в реальном времени. Давайте это все уберем и выберем какой-нибудь хай-хет. Выбираем хай-хет, включаем степ-секвенсор, на каждый шаг ставим хай-хет. Звучит пока, весьма убого и скучно. Теперь активируем наш Motion Sequencer, автоматизацию. Нажимаем одновременно запись и воспроизведение. Ну и крутим ручку, соответственно, у нас получается, записывается автоматизация данного параметра. Можно, соответственно, несколько ручек крутить. Вот таким вот образом можно создавать весьма интересные такие разнообразные биты. При том, что длина секвенсора здесь всего 16 шагов. И это, конечно, недостаточно, на мой взгляд, для того, чтобы делать прям очень разнообразные какие-то грувы. Но благодаря автоматизации, этому motion секвенсору, можно много параметров видоизменять пошагово и делать при этом, такие достаточно интересные биты. Также для перформанса здесь есть традиционные для всех драм-машин функции mute и solo. Работают они очень просто. Активируем mute. Какой-то у нас паттерн забит. Активируем mute и выбираем любой из дорожек, которую мы хотим, собственно, замьютить. Вот так вот это происходит в реальном времени. Соответственно, соло почти все то же самое. Нажимаем Function и соло, активируя таким образом вторую функцию этой кнопки. И солируем те дорожки, ту дорожку, которая нас интересует. И плюс ко всему у нас для перформанса здесь есть этот мастер-эквалайзер, который отдельно манипулирует двумя ручками. Одна ручка манипулирует низкими частотами, другая высокими. Давайте послушаем, как он звучит. Чем-то напоминает такой диджейский фильтр. Тоже очень интересная штука для живого перформанса. Ну и плюс ко всему, этот ряд у нас является глобальные ручки настройки. Эта ручка, про нее я уже рассказал, это ревер. Назначается на какой-то один из или несколько треков. И либо вообще на все треки можно назначить. Также у нас мастер-громкость, свинг и мастер-темп нашего паттерна. Еще одна здесь есть интересная функция, которая присутствует на всех практически приборах серии Volca. Это функция Active Step. Активируется она Function и Play. И что? Это, по сути, такой вариант лупера. То есть я сейчас включу паттерн, он будет проигрывать
все те шаги, которые активированы. В данном случае все 16 шагов активировано. Я могу дезактивировать какие-то шаги, и они не будут проигрываться. И таким образом можно ломать бит и делать этот бит, ну, таким прям синкопированным, сложными размерами, кривым, там, я не знаю, 5/16, 7/16. И потом можно нажать Function и Clear Active Step, и очистить эту функцию, отменить ее, и все будет проигрываться, ну, как бы, в первоначальном виде, что, по-моему, тоже очень классно для всяких брейков, для такого живого перформанса. Давайте вот попробуем это сделать. Ну, еще несколько финальных слов о функционале. Здесь, как я сказал в начале, можно сохранять 16 паттернов. Вот этой кнопкой Memory Write активируются они. Нажимаем кнопку, выбираем паттерн, загружаем его и проигрываем. Соответственно, нажимаем Function и Write и сохраняем тот паттерн, который вы забили. Также у нас здесь есть MIDI-вход для синхронизации с другими MIDI-устройствами, синтезаторами. Также можно ею, этой драм-машиной, управлять по MIDI, соответственно. Есть у нас вход и выход для аналогового клока, для синхронизации, может быть, с какими-то модульными синтезаторами. Выход на наушники у нас здесь есть, который является и основным выходом. Работает она, эта драм-машина, и от адаптера 9-вольтового, и также от батареек. Собственно, портативная, простая, но очень функционально насыщенная и весьма хорошо звучащая. Ну и спасибо Korg за то, что сделал наконец-то вот этот вот USB-вход для более нормального человеческого внедрения загрузки сэмплов сюда с компьютера, потому что, ну, действительно, раньше в первой версии это было просто практически невозможно. Делать был просто гигантский геморрой. Вот, собственно, такая драм-машина, простая, но очень интересная в плане функционала штучка. Ну и мое мнение про это устройство, то, что за свою цену это очень отличная сэмплерная драм-машина. Если вы хотите больше функционала, то вам придется платить значительно больше, потому что ее конкуренты, ну, совсем стоят других денег. А здесь вы просто возьмете очень такой простой, но при этом весьма гибкий прибор. Друзья, по статистике, более 50%, которые смотрят это видео, не подписаны на наш канал. Срочно это исправляем. Нажимаем кнопку подписаться, лайк, жмякаем просто мышкой. И, ну, естественно, колокольчик при желании, если вы хотите получать от нас уведомления о наших будущих видео. На этом все. До скорых встреч. Увидимся. Всем привет, друзья! Так, нормально. Это наш новый детский канал. Да, по бодрости Сегодня- устраивает, Сегодня конечно. будем делать слайм. Понятно. Слайм. Слайм! Тебе было бы хорошо. Да.